Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку каналу, за ваши замечательные комментарии, познавательные, интересные, веселые, грустные. В любом случае, спасибо за то, что делитесь своим жизненным опытом. Благодарю также за лайки, за подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Какая женщина живет в его сердце? Попросила сделать этот расклад замечательная моя подписчица Алина. Благодарю вас. Сегодня рассмотрим, собственно, другими словами, кого же любит загаданный вами мужчина. Для начала, девочки, делаю его сигнификацию этого мужчины. Вы, пожалуйста, каждая подумайте о своем мужчине. Вспомните его глазки, улыбку, тембр голоса, походку. Назовите его имя, какой он. Подумайте о нем. Если сейчас срезонирует, значит, смотрим расклад до конца. Срезонирует, то есть вы его узнаете. Ну, точно, похоже на вашего. Смотрим до конца расклад. Один вариант. Итак, представляем этого мужчину. Какой он, этот мужчина? Да что ж такое? Что-то этот мужчина сразу вышел у нас с каким-то кинжалом. Знаете, такой подозрительный взгляд, как будто бы не подходи ко мне, я обороняюсь. О чем это? Кто-то его так достал. Карты такие чудные на него ложатся. Так, ух ты, ё-моё. Фу-фу-фу. Так. Вот эта карта, последняя она тут вышла, это карта музы, яркой, вдохновляющей, харизматичной. Часто выходит на вашу сигнификацию. А ну давайте я сразу. Это карта ваша или это карта кого-то другого? Кого-то другого. Нет, ваша, наверное, урожай и воздержание. Нет, 100% ваша. 100% это вы. Тут у меня в конце, только тут теперь нужно будет аккуратненько все. Сейчас вопросы задать. Рядом карта оборотня. Оборотень это на этого мужчину карта. Играл. Ага, любит играть. На вас? Нет, не на вас. Почему объясняю? Потому что карта медведь это в принципе карта мужская. Карта мужчины, который несет ответственность, заботится о ком-либо, в том числе материально вкладывает свои какие-то там, ну не знаю, как минимум сбережения силы, энергию вкладывает, заботится, простраивает отношения. Так вот, у нас тут карта оборотень, начинаю прям. Вот на этого мужчину вышла у меня. Карта игра, сюда же дополнила. Игра в карта медведь. Вполне возможно. Мужчина, игра в чем заключалась? И подчеркнуто оборотень. Почему? Потому что мужчина мог вам давать надежды, даже какие-то, даже по умолчанию, да, как-то так себя вести, давать вам надежды по поводу того, что отношения с ним могут выстраиваться как-то серьезно, что он перспективный, он может вкладываться в эти отношения, он может давать вам защиту, поддержку. По карте медведь это в прямом смысле эти отношения могут перерасти во что-то стабильное, да, в брак, может быть, деток. В этом браке можно будет зачать, да. Ну, так вот, и тут и карта оборотень. То есть сознательно человек вас вводил в заблуждение. Но для него это была какая-то игра. Может быть, он так привык себя вести. Может быть, для него это вообще, эта игра, это какой-то смысл жизни у него такой. Вот такая модель поведения у него по жизни. Вас он 100% видел вот яркую такую, какую-то харизматичную музу, как яркая птица. И 100% не хотелось бы терять вас. Понятно. Так, ладно. Теперь смотрим. Сначала начнем. Почему-то сейчас у нас состояние у этого мужчины, он как будто бы от чего-то обороняется, как будто бы напоготове. Уже готов держать эту оборону, отпор кому-то давать. Сейчас, девочки, буду спрашивать, о чем это, почему у него какие-то эмоции странные. Вот если так прочесть карты, то, знаете, человек как будто бы
этим мечом, кинжалом отмахивается и даже сознательно в свою жизнь не пускает. Вот тут карта эволюция. Улучшения, которые как будто на пороге или правда могут прийти в его жизнь, появиться в его жизни, прийти с появлением на пороге даже какой-то женщины. Он как будто сознательно отталкивает, отпихивает и говорит: не хочу я вот этих улучшений, не надо, я буду в том, в чем я привык быть. При этом ему там плохо. Смотрите, карта слезки, тут как ребенок, состояние плачевное, карта клетка. Какие-то ограничения, может быть, сознательные, его ментальные какие-то эти установочки какие-то. Тут что-то странное как будто происходит, как будто человек сознательно не пускает вот эти изменения. Эволюция это в лучшую сторону. Даже изменения, которые жизнь его в принципе в перспективе могут изменить в лучшую сторону. Он как будто бы обороняется, говорит: не надо, я вас не звал, я не просил. О чем это? Почему у тебя такое состояние? Ну вот смотрите, почему. Вот он объясняет. Мечта какая-то, даже если есть какая-то мечта у него, то тут карта гроб и карта сердца. То есть человек сознательно закрывает сердце. Даже если действительно женщина какая-то, ну, звезда это идеальная женщина. Ну, это правда, это идеализация даже женщины этой проходит. Нет, он лишний раз в это даже не будет верить. Он карта гроб сразу эту будет историю закрывать. Тем самым свое сердечко будет закрывать. Карта лилия. От женщины, по идее, карта лилии это чистота, это чистые намерения, это рост развития, это какая-то женщина красивая, привлекательная. И тут не просто внешние данные, тут духовность, тут как будто бы, ну, даже ему какую-то идеальную женщину покажи, скажи, вот у тебя с ней может это что-то быть. Карта сердца, сердце свое открой, женщина достойна. А тут идет дальше карта воздержания. Он осознанно будет закрываться от этой женщины, осознанно, ну, не выберет ее. Я не знаю почему. Дальше, наверное, будем смотреть. Воздержание, видите, тут мужчина, у которого на замечательном мужском достоинстве тут амбарный замок повешен. То есть человек будет блокировать у себя любые какие-то желание, назовем это так, сексуальное влечение, дабы это в будущем не переросло во что-то более серьезное. Тут как-то так мне показано. Сознательно человек выбирает то состояние, в котором он находится, хотя оно для него какое-то, мягко говоря, нересурсное. Так, объясни, почему же ты отказываешься? Что ж для тебя так страшно свое сердце открыть? Что для тебя так страшно изменить какие-то собственные эти сценарии жизненные? Развилка. Трио. Офигеть. Смотрите, он показывает мне развилка, уже выбор у него есть. То ли по одному пути, то ли по другому пойти. Карта гроб ставит точку, похоже, ни туда, ни сюда не идет. И он мне говорит, почему? Потому что тут присутствует, почему я не делаю выбор в сторону, допустим, перспективных каких-то взаимоотношений, которые будут его наполнять. Любовь, даже вот там вот, любовь какая-то. Он говорит, трио, наличие третьего фактора. Ну, то есть третьи лица в отношениях. Либо у вас третий кто-то есть, да, то есть у вас есть еще мужчина, то ли у него еще наличие какой-то женщины. Ну, тут третьи лица имеют огромное значение вот на всю эту историю. Во всей этой вот истории присутствуют еще третьи лица. Угу. Ну, клетка. Давайте еще спрошу, о чем эта клетка. Тут какие-то ограничения. Клетка, о чем это? Опять-таки смотрим на этого мужчину. Опять эта карта гроб мне уже выходит который раз. То есть клетка о чем? Да, очень интересно. Он мне как будто бы сразу говорит, я вот за клетку спрашиваю, ну вот, ты находишься в этих ограничениях, о чем это? Он мне сразу показывает, не нужно это даже смотреть, закрываем эту тему, я не хочу, чтобы это смотрели, карта замок. Это какая-то информация, которую он, ну, предпочел бы, чтобы никто не знал об этой информации. Ну, как бы замалчивается, умалчивается, скрыто за 7 вот этими замками.
При этом карта марионетка, вполне возможно, он еще, знаете, как заложник какой-то ситуации является. И он чувствует себя где-то вот этой марионеткой, какой-то как жертвой, которую дергают за ниточки. Ну, допустим, недвижимость в браке. Ну, такой пример приведу, может быть, недвижимость с какой-то женщиной у него в браке. Я думаю, он там прикладывал, допустим, усилия и материально там вкладывался. Ну, допустим, недвижимость записана, оформлена, да, на супругу или там вообще на родственников супруги. И такие бывают случаи, да. И опять-таки он, получается, если он выходит из брака, то он гол как сокол, да, если там детки. Если бизнес то же самое, общий записан опять-таки на супругу или вообще там, повторюсь, на тещу, тоже такое бывает. Вот тут какие-то такие нюансы. Или же его жизнь как-то, уже жизнь, бизнес его тесно связана опять-таки с каким-то бизнесом семейным, который, допустим, принадлежит супруге. Вот тут что-то такое может быть, общие какие-то связи, когда клановость какая-то, как будто проросли уже друг в друга. И финансовые, тут как все перемешано. Почему-то тут как он как заложник этой ситуации. Тут же это усугубляет карта подчинения. У него вокруг шеи цепи какие-то намотаны. То есть реально, тут объективные какие-то причины, девочки. И он мне показывает, это тупиковая ситуация, как будто бы из нее не выйти. Я уж не знаю, может не выйти с какими-то минимальными потерями. То есть если выходишь, то вы вообще гол как сокол, и лучше куда-нибудь на Луну улетать для того, чтобы что новое, начать какой-то бизнес. Ну, у каждого выбор есть все равно, но он показывает, что это невозможно. При этом сюда же тупик с одной стороны, с другой стороны эти ограничения, ангел и демон. То есть какие-то бонусы он все-таки находит вот в этом состоянии. Что-то полезное для него есть в этом, иначе бы он бы не находился тут бы. Вот, то есть какие-то, может быть, он там проблески есть, как-то он пытается это компенсировать, может быть, вот это состояние, как в темнице, как в клетке. Ну, девочки, мне вот такой вышел товарищ. Так, эволюция это больше, это на него? Нет, эволюция это на женщину какую-то. Такое ощущение, как будто бы у него связано, если он даже и мечтает о ком-то, тут карта эволюции, смотрите, женское лицо, и тут все цветет, как будто цветок распускается, и женское лицо тут тоже процесс эволюции, тут улучшение, рассвета. Я на него спросила, нет, у него как будто по карте Луна это все как ходьба по замкнутому кругу, какой-то цикл какой-то замкнутый. У него туман, неопределенность. Он даже элементарно, если мысли какие-то у него связаны, что с какой-то женщиной, которой он, допустим, питает какие-то нежные чувства, даже если возможно с ней, не знаю, попытаться создать какие-то, не знаю, отношения, да, попытка даже, это все равно как душевные муки. Ему вот эта мысль приносит душевные муки. Тебе приносит женщине. А женщине, похоже, он уже разбил сердце какое-то. А ему карта огонь. Ну, вполне возможно, ну, тут и ревность, ну, страсть, может быть. Он закрывается. Он опять-таки, все, что там внутри у него происходит, может быть, там, влечение страстное какое-то, я уже не знаю, там, сексуальное это влечение. Может быть, ревность, где-то агрессия по поводу того, что не получается у меня с ней. Но все это он закрывает. Опять карта замок. Тут очень много как будто бы скрытого, и сознательно человек это скрывает. Ну, не зря вы этот расклад, наверное, хотите посмотреть, потому что мне тут какая-то прям тайна за 7 печатями и вообще все. Человек сознательно уходит куда-то в подполье, сознательно гасит эмоции, элементарные какие-то, простые. Даже старается вообще говорить, не трогайте меня, не заглядывайте, да. Так, Алина, надеюсь, вам этот товарищ знаком, да, девочки, надеюсь, вам тоже какой-то из ваших отыгрался, товарищи. Подпишись на канал и поставь лайк. Смотрим, да, какая женщина живет в его сердце, да. Какая женщина в его сердце.
Какая женщина в его сердце? Кого он любит? Может, закрывает это, скрывает? Какая женщина в его сердце? Женщина в его сердце. Так, открываем. Какая женщина в его сердце. Ух ты. Ну, скажу, он за этой женщиной наблюдает. Она для него ясно солнышко, яркая, веселая, харизматичная, очень общительная. Где-то женщина как большой ребенок, где-то наивная, может быть, даже доверчивая, где-то вот опять как эгоистично, может быть, как ребенок, да, вот хочу эту куклу и все. Ну, какая-то такая где-то непосредственная, вот, скажем так. Опять-таки, какие-то, почему говорю наблюдаю, потому что какие-то новости об этой женщине собирает, и эти новости, тут новости, какие-то сообщения, да, показывают, он считывает эти новости, как будто у женщины там жизнь, может быть, бурлит. И, кстати, по солнцу это, опять-таки, какая-то такая позиция у женщины, она пытается, может быть, и одним, и вторым, и третьим заниматься, вот как-то так, реализовываться, на месте не сидит. Вот солнышко же невозможно закрыть в клетке, да, оно из ласкового, нежного может превратиться в испепеляющее, да, всех нафиг спалить может. Так, темпераментная, страстная, во взаимоотношениях, может, в проявлениях. Карта радость. Это женщина, которая ему приносила радость и в принципе может принести радость. Несет. Вот где-то вот эта карта радость, видите, тут опять-таки как ребенок такой большой, вокруг которого все цветет, распускается. Так. Так, какая женщина? Так, тут все, как будто бы женщина, может быть, идет в новое. Карта шут. Это опять-таки человек, который не боится новых каких-то, новый вызов, какое-то принятие, где-то опять-таки рискнуть, где-то, может быть, карта шут, это тоже, ну, как будто цикл какой-то один уже закрылся, да? Может быть, с ним, у вас, я так думаю, это на вас, ваша характеристика, да? Ну, каждый считывает. Ну, как сейчас, девочки, каждый будет считывать, вы похожи на вас или не похожи на вас, да? Ну, тут по вот этим картам, как будто какой-то цикл взаимоотношений с ним, период, он закончился. Тут нулевой аркан, шут дурак, и начинается новый. Может быть, в вашей жизни новый абсолютно период. И тут дальше карта шут, и дальше пустота. По идее, обнуление, да, шут дурак, и потом идет первый аркан, а тут нулевой. Тут как будто бы вы можете сейчас с чистого листа вообще начать все в своей жизни. И он вас такой видит. При этом вы идете туда, карта радость несете. Может быть, людям, с которыми вы общаетесь. Я думаю, люди вас все равно считывают. Где-то вот какой-то искренний такой, непосредственный человек, который этой радостью все вокруг заполняет. Ну, такой. Так. Так, неповиновение. Ух ты, дьявол. Ух ты. Сейчас я буду дальше рассказывать, какая женщина живет в его сердце. Тут уже дальше пошла история какая-то любовная. Ой. Женщина, которая, смотрите, неповиновение, которая где-то пошла против, может быть, где-то кто-то против системы, может против каких-то, знаете, сложившихся уже каких-то стереотипов, шаблонов, нестандартность тут какая-то. И тут мало того, что нестандартность, тут еще женщина, может быть, тут карта дьявол, поддалась искушению, может быть,
дьявол в данном случае это соблазн. Может быть, как бы, как вам сказать, если в социуме, да, какие-то ваши поведения, ну, как будто бы были не то, что там законы социума, да, а в принципе, если бы вы руководствовались тут, или эта женщина, которую мы смотрим, каким-то негласным правилам, да, то жизнь бы ее была, может быть, и проще, но была точно менее бы яркой. А тут женщина где-то, мне такое ощущение, как будто пошла против опять этих каких-то законов, правил. И по дьяволу, может, поддалась искушению. По дьяволу, может быть, в принципе, это как крышу снесло абсолютно. И могла где-то, ну, такой выглядеть даже безбашенной, на поводу каких-то страстей пошла. Но тут искренне, тут как будто бы вот я так чувствую, и так будет. Вот как-то так он вас видит, эту женщину. Ну, эта женщина еще по дьяволу, она очень соблазнительна для него, привлекательна. При этом, опять-таки, как будто бы над вами не давлеют никакие там, уже не знаю, правила, установки. Тут такое неповиновение. Где-то если вы уверены в том, что вы так чувствуете, значит, вам пофиг, что там окружающие говорят, к чему там призывают, взывают. Ну, такое вот. Но тут такая закономерность сразу идет, как будто бы, поддавшись этому соблазну, может быть, где-то запретная любовь, где-то в принципе пришлось выйти за рамки вот каких-то там, уж не знаю, принципов, то как будто бы это повлекло для вас по десятке мечей боль, это причинило вам страдания, где-то какая-то любовная история, я так буду это считывать, или это тут безумная даже какая-то страсть с вашей стороны, это все для вас оказалось очень болезненным этим уроком. По десятке мечей это в классике изображен мужчина, которого закалывают, живого человека закалывают 10 мечами. То тут физически даже эта боль могла, ну, вы могли даже себе вот этой историей любовной причинить себе эту физическую боль. То есть это моральная боль, душевная, но она проживалась прям настолько болезненно, то есть могли там ночью в подушку рыдать, кричать, и эта боль прям была такая неимоверная. Вот тут что-то такое, вот тут у кого-то, потому что десятка мечей, это как, с одной стороны, это оканчивается все очень болезненно. Видите, тут скелетик такой лежит, и меч рядом лежит, десятка. Ну, то есть по 10-бальной шкале это было на 10 баллов больно. Но после этого вы превращаетесь, тут у меня показана эта женщина, может, изначально за такой солнечной, радостной, наполненной, харизматичной, там, женщина-праздник, скажем так, открытая всему миру. Показаны вот эти вот болезненные испытания, вот запустили трансформацию. Женщина превратилась в королеву мечей. Женщина, которая, ну, так показано сейчас, на данном этапе, вот. Или, может быть, в процессе, вот после вот этого вот всего, вот болезненного вот этого урока, искушения по дьяволу, научилась брать свои эмоции под контроль, научилась руководствоваться исключительно разумом, холодным сердцем. То есть каждый теперь свой шажочек вы выверяете, 1000 раз перепроверяете все. Умная, рассудительная очень. Ну, где-то даже транслируете холод, отстранение. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Тут показано дальше следующие карты. Смотрите, женщина, карма и остуда. Это как будто бы карма, это, ну, где-то урок, который вы прошли, я вам хочу сказать. Где-то это как логическое завершение какой-то истории. Но тут карта остуда заключается в том, что вас учат, ну, собственно, вас учат тому, чему вы уже научились. Я повторяюсь, эмоции брать под контроль, 1000 раз все взвешивать, прежде чем совершать какие-то роковые для вас, ну, не знаю, роковые поступки, не знаю, какие-то телодвижения, после которых в первую очередь вам будет плохо. Тут как будто бы вас так высшие силы учат.
Вполне возможно, карта остуда. Тут, знаете, такой еще подтекст. Могли приложить руку к вашим взаимоотношениям третьи лица. Не обязательно тут магическое воздействие, хотя это карта из магической колоды. Но, ну, в принципе, как будто бы, может быть, слишком изначально было много но в этой истории, да, в любовной. То есть изначально, может быть, вы видели, там человек не до конца, мужчина в данном случае, не до конца готов вступать в отношения, не до конца готов брать ответственность. Вот тут что-то такое, какой-то период такой. Тут показано, может быть, и вы уже подостыли. Хотя вот насколько была темпераментная, страстная, насколько была такая женщина-зажигалка, сейчас может быть рассудительная. Не факт. Ну тут как-то... Не знаю насчет того, что закрыты вы для всех мужчин или для этого, но вот как-то, может быть, этот мужчина вас такой видит. Женщина, которая сейчас даже остыла к нему. Она, вот в пакете карта карма, она получила вот этот болезненный урок. Видите, тут шар такой огромный держит в руках этот мужчина. И теперь нужно нести как-то вот эту тяжелую ношу. Вот это он так вас тоже воспринимает. Говорит, женщина... показывает, транслирует максимально, как будто бы отстранение, холод. Все, больше там ни на какие я манипуляции не поведусь, да, как-то вот так вот. Так, при этом, какой он вас видит? Это как будто он видит то, что вы транслируете, да, вот он это считывает. А на самом деле еще дальше тут идет, какая женщина живет в его сердце. Женщина, которая все равно где-то, он вас считывает, говорит, а она все равно где-то как маленький ребенок, как маленькая девочка. Тут карта, смотрите, девушка возле окошка лежит, читает книжку, тут какой-то роман, да, и смотрит в окошко, и тут какая-то феечка, она ее, эту феечку, видит, и карта ожидания. То есть, может быть, он вас все равно считывает как женщину, которая, может, там, эти рамочки, границы то выстраивает, но все равно внутри остается этим маленьким ребенком, который ждет чуда, и любви, может быть, как чудо. Потому что тут карта следующая подсознание, и следующая карта туз воды. Ой, подсознание это может быть у вас на подсознании, да, где-то от любви полностью вы не отказываетесь. Может, просто в следующий раз вы будете как-то более избирательно подходить к выбору партнера. Вот тут такое вот. Но для него вы женщина по тузу воды, это женщина, которая, это шанс любви. Женщина, которая создана для любви. И тут даже не сексуальный подтекст, хотя тут и страстный, он вас видит, и сексуальный, и привлекательный, это все есть. Но тут глубже даже. Он вас видит женщиной, которая действительно и заслуживает этой любви, и сама может дать эту любовь. Тут как-то очень серьезно. То есть, по большому счету, правда, тут, наверное, он как минимум в вас влюблен. Я так это считываю. Женщина в его сердце. Женщина, которая может дать всю эту гамму каких-то эмоций прекрасных по тузу воды. Но тут уже такой, знаете, тоже типа женщина, которая является сама искушением. Это как будто бы вот совпало. У вас может совпасть. Вот это же не зря тут дьявол и шанс. Влечение. У кого-то прям зависимости по дьяволу. Подозреваю, вот тут вот может быть ему другие женщины, может, он там отмечает их красоту, привлекательность, даже там, если они сами к нему могут проявляться, но, знаете, может не цеплять. А тут такое комбо, дьявол, туз воды, и тут карта еще подсознание. Единственное, что он понимает, что он вам много уже боли, разочарования мог принести. И ему кажется, что в отношении него у вас уже как будто сердечко остыло, что это совсем не те эмоции, которые у вас были раньше к нему. Вот так. Вот такой у меня сегодня вышел расклад, девочки. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.